Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, какие события будущего ожидают вас. Неделя не такой большой срок, но тем не менее, как подсказки карт на цыганском старинном пасьянсе. Давайте с вами рассмотрим события ближайшего будущего, события недели. А позже мы с вами добавим колоду карт и узнаем, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вам придется, быть может, принимать важные решения, а может быть и что-то корректировать. К чему все идет, какое продолжение следует, тоже достанем такие карты. И как знаки судьбы, что нужно услышать, что принять во внимание. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Мы вместе с вами, глядя на метафору карт, размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И у вас выпадает корона. Это символ власти. Это какие-то согласования очень важные. Возможно, для кого-то это и документы, или поход по инстанциям, по каким-то чиновникам, по людям, которые имеют рычаги влияния в своих руках, или могут дать отдельный совет, или что-то вам объяснить. Может быть, вы хотите что-то оформить, например. Здесь часто как бы предусматриваются либо документы, либо контракты, либо заключения какие-то важные в плане бумаг, либо прояснение какой-то обстановки. С одной стороны, это как и персоны, наделенные властью. Так, мои дорогие, это и ваша власть. Это в ваших руках такие ресурсы тоже. Но что-то должно согласовываться либо с законом, либо с системой иерархии. И против системы мы точно не идем. Тогда для нас многие вопросы решаются и легче, и проще. И даже если по бумагам, допустим, пришли, мы думали, нам сейчас в одном кабинете все подпишут, все расскажут, а нам говорят, да нет, надо еще там какие-то 3 бумаги принести. Поверьте, лучше не спорить. Лучше быстрее, как будто вы сделаете хоть 10 бумаг, если они необходимы, нежели мы застрянем в одном кабинете и начнем кому-то что-то доказывать. А вот смотрите, у вас прочный союз. И это вот с учетом, кстати, карты, значения точнее, корона может говорить о том, что вас слышат. Или вы решаете какой-то вопрос, и есть тот человек, с которым стоит взаимодействовать, прочный союз. А у кого-то это в личной жизни проиграется. Это когда вы просто собираетесь оформить отношения. И я такое тоже допускаю. Все же мы все разные. Перекладывайте на вашу составляющую. Но какое-то оформление есть. Или взаимодействие, кстати. Такое сотрудничество плодотворное. Деньги. Может быть, и по части денег какие-то согласования или декларации у кого-то тоже такое может быть, налоговые органы. Ну, мы, опять же, все разные. Само по себе получение денег есть, это факт. Знаете, здесь может быть и такая ситуация, что получили деньги, и как будто их нужно отдать или сделать какой-то платеж. Или, знаете, с вами кто-то может спорить из-за денег. Я такое тоже могу допустить. Нож выпадает, и поэтому это какие-то прения. Может быть и такая история, когда и вы можете кому-то отказать. Я этого тоже не исключаю. Если вы прежде кому-то помогали или участвовали постоянно, ну, именно ресурсы ваши, финансовые, были задействованы в помощи кому-то, вы можете сказать нет, и с вами будут не согласны. Вот этот вариант я тоже могу допустить, потому что у каждого своя какая-то история. Вам одно, вот будем говорить, нож и деньги. Не хочется расставаться с деньгами. Или вы видите, что это было бы непродуктивно. По крайней мере, уменьшать расходы вам захочется в эту неделю. И вы можете тут и согласовывать что-то, и пересматривать.
и уточнять, как в отношении вас работает закон. То есть, ну, самая разная палитра может быть ваших действий. Давайте я посмотрю, что у вас еще совпало. А точно, вы кому-то можете сказать нет. Смотрите. Вы словно видите какого-то человека насквозь. Маска. С одной стороны, мы можем расценивать так, как совет вам, мои дорогие. Это как знаки высших сил. Когда маска выпадает, это с нами человек конкретный какой-то, не очень честен. Или он не откровенен. Вот, назовем это так. Ну, так и вы тоже не будьте открытой книгой для окружающих, потому что на этой неделе... Ну, вот как будто такие энергии, и для вас тоже эту маску при себе иметь, чтобы при случае ее одеть на себя. И не быть, может быть, считанным словно, ну, как с ваших глаз, с вашего лица. Будьте непроницаемы и одновременно очень проницательны. Не самое доброе время, чтобы кому-то доверять. И здесь у каждого по-разному вы можете столкнуться. К примеру, это вам могут и работу какую-то предложить, и сказать, что «а вот я тебе там больше заплачу». С одной стороны, мы смотрим на это, думаем, ух ты, ну правда, такой вау-проект. А потом, если сядем, посчитаем, мы можем прийти к выводу, да ну его, вот не связывался я с тобой, и не надо. Да, вот какая-то и такая может быть скользкая ситуация. И для вас важно это пересмотреть или предупредить. Но для кого-то это вы уже просчитали этого человека, и вы кому-то можете отказать деньги, нож и маска, потому что прежде вы кому-то помогали, а теперь вы пересмотрите эту стратегию. Или, мои дорогие, вы кому-то в долг давали, а долг вам, может быть, вернут и попросят тут же заново, и вы скажете кому-то нет. Ну вот самая разная, опять же, палитра. Пока я с вами разговаривала, я смотрю, что мы можем соединить, поскольку в нашем пасьянсе мы можем соединить то, что по вертикали и по горизонтали крайние карты. И у вас выпадает подкова, семейное счастье. Ну, понятно, раз семейное счастье выпадает, значит и денежки к деньгам будем говорить. Поэтому где-то вы так, может быть, какую-то помощь для некоторых и сузите, потому что деньги нужны самому. Или какой-то ваш личный проект, может быть, по части улучшения бытовых условий, или просто сделать жилье более комфортным, или что-то приобрести. Ну, есть свои какие-то планы, поэтому я так вижу, ну, такая составляющая, когда именно какой-то спор из-за денег может быть. Ладно, это всего лишь карты. Пойдем мы с вами дальше. Давайте узнаем, что нам подскажут карты Таро теперь. Что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. Быть может, что заставит измениться вас или пересмотреть отношения к кому-то. Итак, неожиданности, с чем это связано? И к чему все идет? Вот какое продолжение следует. Следующая карта – знаки судьбы. Что вам сейчас нужно принять во внимание, обратить внимание? Или, ну, как будто не проморгать, как знаки судьбы, правда? И к чему это идет? Достанем по основным сферам жизни. Первая карта – это ваши достижения, это ваши где-то планы, работа, документы или учеба для кого-то. И любовь, и личная жизнь. Давайте будем смотреть, что же там неожиданного пытается изменить вашу жизнь. Да, конечно, тут уже по деньгам вы можете кому-то сказать нет. Вы можете пересмотреть вообще ваш бюджет, что называется дебет и кредит, доходы и расходы, потому что этого требуют обстоятельства. Кто-то может начать менять свою личную жизнь или на что-то решиться. Или вы решитесь на какой-то переезд, такое тоже может быть. По карте Солнца это мы принимаем решение. Это вам захочется жить радостно, счастливо и наполнять себя. Не участвовать в какой-то многозадачности, а когда вы видите именно то, чего вам в жизни недостает. И не захочется себя, мои дорогие, отложить на потом. А знаете, я бы сказала, это вот на май месяц. И, кстати, на моем втором канале Астро Испирационе уже готов прогноз на май. И мы ведь смотрим с вами энергии конца апреля и начала мая. И я могу сказать,
для вас может быть такой совет. Ведь вы люди добрые, вы очень чувствительны, вы настолько, ну, по крайней мере, большинство из вас, я это знаю точно, у меня подруга, десятилетия дружим, она тоже рак. Вот в самую патовую минуту ей не надо никогда ничего объяснять, она словно чувствует, считывает, и всегда вот как-то откликается добрым словом или какой-то поддержкой, понимаете? Это вот вы те важные люди, которые проявляют эмпатию. Но задача мая и конца апреля – эту эмпатию перевести как в профессиональный успех или в ваши достижения. Считайте это как знак судьбы для вас, потому что до конца 2025 года ваша задача, ваше счастье обустроить в каком-то новом формате или в новом ключе, когда не кто-то рядом с вами, а именно вы будете счастливы. И вот эту эмпатию, как я сказала, профессиональный успех или качество такое, да, вашего характера. Понятно, что это и личная жизнь, но это ваши еще профессиональные достижения. Ну, наверное, взаимообмен, мы можем это сказать, да, чтобы не было что-то в пустоту. И для вас это открывает как время даже, потому что по аркану Солнца это, я всегда говорю, 6-8 месяцев. Уделяйте внимание самим себе, собственным планам, вашим желаниям. Любите самого себя. Будьте, мои дорогие, добрее, милосерднее к самим себе. Это все те энергии, которые вам помогают. И к чему все идет? Выбор какой-то будет. Действительно выбор. Может быть, начинается с денег. А что такое деньги? Это один из способов взаимодействия с миром. От денег где-то зависит ваше желания, сбудутся, не сбудутся, правда? Или наша ресурсность. Но выбор, он как будто должен быть сделан однозначный и в сторону себя. И если мы промахнулись, мы снова можем в какую-то включиться рутину или в эту многозадачность, когда кому-то хорошо, но не нам. Поэтому выбирайте себя, мои дорогие. Но выбор присутствует. Знаки высших сил, знаки судьбы, двойка жезлов. Есть, несомненно, то, что нужно продолжать. Но по этой карте, в этой колоде человек уже смотрит в будущее. И опять же двойка – это выбор. Может быть, это словно у вас два направления. Куда я пойду, направо или налево. Но есть, конечно, и то, что из прошлого должно быть продолжено. Это, к примеру, ваши навыки, ваши ресурсы, то, что вы умеете делать лучше всех. На этом можно построить буквально солнце или новую концепцию жизни, новое качество жизни. Вот чему нужно уделить внимание. И все, что я говорила, просто эта карта подтверждает, что да, ты делаешь этот выбор, так сделай его в сторону собственного солнца. Вот такая концепция лежит на этой неделе. Вроде недели небольшой срок, а что-то очень важное вы должны для себя определить. И к чему все идет? Карта самодостаточности. Девятка пентаклей. Это вот как эта девушка, которая, посмотрите, всем довольна. И вот у нас такое дерево изображено, да, и на нем и пентакли растут, и плоды растут, и ей вот так достаточно хорошо, когда мы довольны жизнью. Она никуда не спешит. Она прекрасно выглядит, она читает книгу, у нее хватает времени на все, и на свои желания, и на свои достижения. Ну, и пентакли, и финансовая сторона вопроса. Вот вы какой-то делаете выбор. Может быть, вот из этой прокрастинации или из какой-то затянувшейся истории вы выбираете собственное солнце. И потом какие-то детали вы еще отшлифовываете. И вот оно, к чему все идет. К вашей самодостаточности, когда ваша ресурсность, как и ваша эмпатия, мои дорогие, будет словно объединена в какой-то один прекрасный узор. Не будет промахов, и вы будете счастливы. Сфера ваших достижений. Шестерка кубков. Какая-то история может проиграться. Та история, как нам показаны вот эти двое на карте, и нам карта говорит о том, что один дает как букет, да, и всегда мы говорим, что это какая-то личная история или были контакты, может быть, это на работу даже, да, когда какой-то проект вы хотели начать, но потом отложили, словно в стол. Или, может быть, вы хотели, среди вас много творческих людей, вы тоже хотели создать, но тогда
либо времени у вас не хватило, либо еще чего-то не хватило. Может быть, это и по личной жизни, когда вы определяетесь с тем человеком, который вы уже, опять же, знаете. Тут что-то из прошлого вы теперь можете воссоздать, совершить, определиться. Или вот эту собственную даже, пусть ресурсность, или то, что вы умеете делать очень хорошо, и то, что востребовано, может быть, в мире, значит, вы создадите шедевр. Или есть какие-то контакты, которые точно должны быть продолжены. Вот тут есть то, чему, может быть, понятно, раз выбор мы делаем, значит, мы кому-то говорим «нет». Но есть и то, что кому мы скажем «да». И значит, вот из прошлого все-таки 6 кубков – это всегда как победа, но это какая-то история из прежнего времени. Значит, там есть тоже что-то очень ценное и продуктивное, что вам нужно просто перенести или взять с собой в будущее, на сферу ваших достижений и на сферу вашего нового качества жизни. А вообще по этой карте приятное общение, когда нас понимают, когда нас чувствуют, когда вы со всеми умеете договориться. И какой бы сложности, какого формата вы тут не поставили вопросы, будь то это учеба, будь то это достижение, будь то это вообще какой-то ваш, знаете, глобальный план, ну, действительно, сродни шедевра что-то создать, и у вас получится. И значит, у вас будут единомышленники, как минимум один. А здесь вы настолько ресурсны сами, что вам много каких-то персонажей, может быть, и не надо. Потому что чем больше иногда персонажей, тем больше и бездельников. Ну, я уж так это косвенно, может быть, не очень это корректная моя фраза. Но ведь правда, кто-то из вас может быть руководитель проекта, чем вы занимаетесь. И вы, может быть, как двигающая сила основная. А вокруг вас будут и те, которые помогают, но есть и те, которые захотят присоседиться. Ну, вот так, зненацку, как будто незаметно. Я тут всегда был. И вот где-то вот эти деньги, да, все то, что мы говорили, вот эта маска, вам придется правильно расставить приоритеты. Любовь. Да, тут в любви помощь высших сил. Вообще это карта финансового успеха. Ну, конечно, деньги, финансы, когда они есть, или когда решаются какие-то финансовые вопросы, мы тоже себя более ресурсными чувствуем. И карта вторит девятки пентаклей. Есть такой момент, что вы можете провести важные согласования или какую-то декларацию заполнить, какой-то документ подписать, который тоже где-то перекликается с финансами, и вы останетесь довольны. Более того, по шестерке пентаклей это еще идет как помощь высших сил, одновременно и знак судьбы. Действительно продуктивная неделя, когда вам, ну, словно высшие силы, как в небесных скрижалях прописано, чтобы вы были счастливы. Не упустите какое-то доброе время. Ну, у кого-то по личной жизни это может быть совместный проект, семейный бизнес или бизнес, если громко сказано, может быть, первые шаги в каком-то личном деле или взаимодействие. Здесь вполне и такое может быть, потому что у вас 2 шестерки, любая 6 – это победа. И у вас 2 победы, как и на профессиональные достижения, так и, по сути, на личную жизнь и одновременно на решение финансовых вопросов. Мне нечего больше добавить, правда, не упустите какую-то возможность. И не поставьте себя на второе место, мои дорогие. Вот, наверное, это, ну, как центральная тема, потому что Солнце сразу же, однозначно нам об этом сказала. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.